Всем привет, это Навальный. И сегодня в час дня мы планировали выпустить очередное наше расследование, а в 12 часов дня нашу дверь распилили, представили таких замечательных молодых людей. И у нас есть сильное подозрение, что сделал это замечательный глава одного замечательного государственного банка для того, чтобы вы не увидели то, что вы увидите сейчас. Оно немножко недоделано, недомонтировано, но мы решили выпустить это сегодня для того, чтобы и он, и все остальные жулики знали, что они никогда не остановят ФБК. Не хочется откладывать на следующий год всякие незавершенные дела, поэтому сейчас мы с вами хорошенько щелкнем по носу жуликам и ворам из Государственного банка ВТБ, которые, очевидно, считают себя самыми хитрыми жуликами на свете, такими, которых никто не поймает. Мы поймаем. Напоминаю, что наше последнее расследование касалось прекрасной любовной истории между главой ВТБ Андреем Костиным и ведущей государственного канала «Россия-1» Наилей Аскерзаде. Мы рассказали о том, что Костин крадет из Госбанка, то есть из нашего кармана, миллиарды для того, чтобы осыпать свою любовницу самыми дорогими подарками в мире. Квартиры, дачи, самолет и яхта. Общая стоимость обнаруженного нами имущества превышает 11 миллиардов рублей. Интереснее всего получилось с самолетом Наили. Мы сначала нашли его просто механически, сравнивая, где бывает она и какие туда одновременно прилетают самолеты. А потом наткнулись на целую схему, по которой с баланса Госбанка ВТБ украли несколько частных самолетов и перевели их на офшор в Белизе. И теперь один из этих самолетов, в частности, использует Светлана Медведева, жена Дмитрия Медведева, нашего премьер-министра и лидера партии «Единая Россия». Коррупция должна быть не просто незаконной, она должна стать неприличной. На других, как выяснилось позже, летают другие чиновники и даже патриарх. Информация довольно скандальная, и мы все ждали, как же ответит нам Костин, Аскерзаде, Медведев, которого просто завалили вопросами о самолете жены в ходе пресс-конференции. И в ответ вслух не было сказано вообще ничего. Даже очередного чушь, муть и компот. Тем не менее, ответные действия мы обнаружили моментально. Наши влюбленные сделали то, что они делают лучше всего. Засекретили данные о перемещениях своего самолета, а заодно и самолета Светланы Медведевой, а заодно и всех остальных самолетов, уведенных в офшоры. Мы уж не знаем, как они это сделали. Заплатили сайтам, публикующим подобную информацию, или запугали их, но вот сами посмотрите. Вот популярный сервис трекинга самолетов. Именно отсюда мы использовали скриншоты в наших расследованиях. Попробуем найти самолет Наили. Ошибка. Теперь пробуем найти самолет Светланы Медведевой. Нет такого. Вы не подумайте, самолеты продолжают летать, продолжают посылать сигналы со своими координатами. Только вот теперь знать вам о них не положено. И одновременно с этим Госбанк ВТБ выпускает заявление о том, что все эти самолеты давно продали третьим лицам, и теперь они вообще не имеют отношения ни к банку, ни к кому-нибудь, кто связан с банком. И, цитирую, ВТБ лизинг не имеет отношения к их дальнейшей эксплуатации, предоставлению в аренду и прочему. Летают где-то какие-то там Медведева, Аскерзаде, каким-то образом оплачивают 7000 евро за час полета, зарплату экипажа, техобслуживание, страховка. ВТБ к этому не имеет отношения. И мы прямо сейчас докажем обратное. Итак, компания ВТБ Лизинг когда-то купила несколько десятков пассажирских самолетов, и, как можно догадаться из названия, для того, чтобы сдавать их в лизинг, то есть в долгосрочную аренду различным крупным авиакомпаниям, то есть Аэрофлоту, России, Победе и так далее. Вместе с этими большими самолетами ВТБ Лизинг приобрел несколько частных бортов. Эти самолеты, как мы понимаем сейчас, никогда не предназначались для сдачи в настоящую аренду. Они были нужны для обслуживания интересов всяких жуликов, которым самолеты не положены, но ведь так хочется летать. Поэтому ВТБ Лизинг покупал их на свое имя и сам эксплуатировал. Когда самолеты принадлежали ВТБ, их обслуживала фирма авиапредприятия «Бизнес Аэро». Они организовывали полеты, нанимали летчиков, занимались логистикой, бронями и так далее.
Следы всего этого можно найти в документах госзакупок. А еще несколько лет назад была взломана почта одного из секретарей ВТБ. Эта почта сейчас общедоступна и лежит на сайте журналистов-расследователей. Можете посмотреть. И там видно, как эта самая Business Aero организует полеты на нескольких разных самолетах Бомбардье. Ну вот, например, самолет заказывают для оперной певицы Анны Нетребко. А вот другой для бывшего вице-премьера Дворковича. Кстати говоря, именно этот самолет впоследствии украдут и отдадут в пользование Светлане Медведевой. Компания Business Aero принадлежит двум людям. Первый, по фамилии Буков, находится очень просто. Он подрядчик ВТБ и получил от банка $500 000 рублей за охранные услуги. Кроме того, Буков член любительской хоккейной команды ВТБ. А вот второй человечек загадочный. Он спрятан похлеще самолетов и яхт на Иле. Как ни гугли, как ни смотри, вообще непонятно, что это за Воронцов Александр Юрьевич. Кто же такой супер близкий и супер надежный владеет авиаперевозчиком, которому не страшно доверить такие секреты, как, например, списки пассажиров на каждый рейс? Это было не расследование, а какая-то погоня. Сначала мы нашли его фотографию. Вот смотрите, человек подписан Александр Воронцов и стоит рядом с Костиным на форуме «Россия зовет». Мы попытались купить эту фотографию в фотоагентстве, но чтобы разглядеть, что у него написано на бейджике. Но нам сначала отказали, а потом владелец фотографии, государственное агентство РИА Новости, вообще удалило этот снимок из своих архивов. Потом мы установили телефон этого человека и обнаружили очень похожего дяденьку на тракторе в WhatsApp и спросили у него. Он замолчал, дяденька пропал, фотография в WhatsApp исчезла. Мы нашли машины, которые он паркует, и это все оказались служебные автомобили ВТБ. Как близко разгадка. Ну а потом мы просто взяли и позвонили в приемную Костина. Здравствуйте, а не подскажите, пожалуйста, как попасть по телефону к приемной Александра Юрьевича Воронцова? А откуда вы звоните? Некоммерческая организация «Фонд поддержки и развития гражданской авиации». Вы на встречу приехали? Мы приехали на встречу, мы хотим подарок послать. У нас годовщина и Новый год скоро. Вот хотели узнать, куда послать лучше, чтобы точно дошло. И что лучше на открытке написать, как человека зовут. Я имею в виду должность. Да. Руководитель аппарата, Угу. президента, председателя правления. Угу. Костина Андрея Леонидовича, да? Да, да. Спасибо большое. Но в должности это не прописывается. Спасибо большое. Итак, Воронцов Александр Юрьевич – это руководитель аппарата главы банка ВТБ Андрея Костина, его самый доверенный сотрудник и ближайший конфидент. Именно он занимался и заказом перелетов со стороны ВТБ, и с другой стороны непосредственно их организацией, как учредитель компании Business Aero. Но это наша схема раньше. Теперь, как мы знаем, самолеты ВТБ не принадлежат. Они распроданы, по их словам, и минимум 3 из них оформлены на анонимный офшор из Белиза. Это самолет, на котором летает Светлана Медведева, самолет Наиля Аскерзаде и еще один самолет, который используется как подменный. Ну вот если, например, основной самолет Аскерзаде находится на техобслуживании. Согласно данным Европейской организации по безопасности воздушной навигации, нужные нам самолеты все управляются одним и тем же оператором – Skyline Aviation. Абсолютно неизвестная фирма, зарегистрированная в Сан-Марино, специально, судя по всему, для обслуживания украденных у ВТБ бортов. Мы берем выписку из Сан-Марино и узнаем, что управляет фирмой некий русский человек по имени Олег Гуров. И надо же! Этот самый Гуров является директором и Business Aero, принадлежащей руководителю аппарата Костина. Кроме этого, обе фирмы, и российская, и сан-маринская, используют для своих целей один и тот же почтовый сервер, зарегистрированный на компанию Business Aero. То есть новая, не имеющая отношения к ВТБ фирма Skyline, это просто иностранный двойник российской компании, принадлежащей руководителю аппарата главы ВТБ. То есть совсем просто. Были у ВТБ самолеты. Ими управлял руководитель аппарата Костина. Самолеты украли, и ими продолжает управлять руководитель аппарата Костина. Воруют, прячут и врут. Просто бесконечно врут нам в лицо.
притворяются модным передовым банком, а по факту это просто бездонная государственная касса, куда посадили олуха, путинского дружка, чтобы он просто обеспечивал всей мафии красивую жизнь, но и себя не забывал. И так будет до тех пор, пока мы наконец-то не скинем с нашей шеи всех этих Путиных, Сечиных, Костиных и Аскерзаде. Я, как акционер банка ВТБ и как гражданин России, напишу вот такую вот пачку жалоб на хищение и откровенную коррупцию в этом банке. А в следующем году мы с вами с увлечением будем смотреть, как эти ужи вертятся на сковородке. Ну а в 2019 году это наш последний ролик. И напоследок я хочу сказать вам всем большое спасибо. Всем, кто помогал, всем, кто поддерживал и всем, кто действовал вместе с нами. Вы лучшие. У нас впереди много работы, и мы будем продолжать бороться за нашу родину со всякими офшорными оккупантами. Подписывайтесь на наш канал, здесь говорят правду.